В пустыне Наска на юге Перу археологи обнаружили следы древнего города, который, как оказалось, был заброшен около 1000 лет назад. Исследовательская команда, возглавляемая доктором Эленой Мартинес, наткнулась на это открытие в начале мая 2025 года, когда проводила плановое изучение геоглифов. Эти геоглифы, ранее считавшиеся лишь художественными проявлениями, оказали ключевую роль в понимании древней культуры. Первоначальные раскопки начались с физических исследований территории. Команда использовала радиолокационное сканирование, чтобы выявить подземные структуры. Вскоре после начала работ они заметили необычные геометрические формы, которые не соответствовали общепринятым представлениям о ландшафте. Вскоре на поверхности начали появляться каменные конструкции и фрагменты керамики, что подтверждало наличие человеческой активности на этом месте. Важным моментом стало открытие крупных площадей, окруженных стенами, которые, судя по всему, использовались для ритуалов. Археологи также заметили, что большинство из них были выложены из местного камня, что указывает на высокий уровень строительного мастерства. Параллельно с раскопками команда начала собирать артефакты, чтобы выяснить, чем именно занимались жители этого города. Находки включали не только орудия труда, но и предметы искусства, такие как резные фигурки животных и символические изображения. Чтобы понять исторический контекст, доктор Мартинес решила пригласить коллег из разных стран. Специалисты по древним культурам, истории и археологии начали прибывать на место находки, чтобы поучаствовать в исследовании. Вскоре на раскопках разразился настоящий научный бум. Пресс-службы начали публиковать информацию о находках, и вскоре о древнем городе заговорили в мировых новостях. Ученые всего мира начали задаваться вопросами о цивилизации, которая создала этот город. Что стало причиной его заброшенности? Какова была его роль в древней культуре Перу? Находка вызвала широкий интерес не только среди ученых, но и у туристов. Местные власти начали обсуждать возможность создания туристической зоны вокруг раскопок, чтобы привлечь внимание к этому историческому открытию. Доктор Мартинес предвкушала, что дальнейшие исследования могут изменить представление о древних цивилизациях и их развитии. Каждый новый день на раскопках открывал что-то новое. Команда работала круглосуточно, анализируя находки и собирая информацию. Каждый артефакт становился ключом к разгадке тайны древнего города, который когда-то процветал в сердце пустыни. С каждым обнаружением историческая ценность находки только возрастала, подогревая интерес к этому загадочному месту. Доктор Элена Мартинес провела встречу с командой, чтобы обсудить методы идентификации найденных артефактов. Работая на раскопках, они собрали более 100 предметов, каждый из которых требовал тщательного анализа. Ученые разделились на группы. Одна команда сосредоточилась на керамике, другая — на каменных орудиях, третья — на символических фигурках. Внимание исследователей привлекли 2 уникальные чаши, украшенные сложными узорами. Визуальный анализ показал, что использованные цвета и техники значительно отличались от известных образцов керамики, найденных в других регионах. Археологи предположили, что это может указывать на существование ранее неизвестной культуры. Керамические образцы отправили в лабораторию для дальнейшего изучения, где специалисты по минералогии начнут детальный анализ состава глины. Во время раскопок одна из исследовательниц, доктор Аня Гонсалес, обнаружила обломок каменного амулета. Этот предмет привлек к себе особое внимание. На его поверхности были видны изображения, которые исследователи начали сопоставлять с уже известными символами. Первичное сопоставление показало, что они имеют сходство с символами, найденными на находках из других частей Южной Америки. Это могло говорить о культурных связях между цивилизациями. Шквал информации о находках привлек внимание международных ученых. Доктор Мартинес организовала видеоконференцию, чтобы обсудить результаты исследований с коллегами из университетов и музеев. На встрече обсуждались методы анализа находок, а также возможные интерпретации их значения. Участники пришли к выводу, что артефакты могут рассказать о социальных, экономических и религиозных аспектах жизни местного населения. Некоторые артефакты, такие как резные фигурки животных, вызывали споры среди экспертов. Ученые разделились на тех, кто считал их ритуальными предметами, и тех, кто полагал, что они могли служить игровыми игрушками для детей. Чтобы разрешить эту дискуссию, было решено провести серию экспериментов, целью которых было выяснить, какие материалы использовались для их создания и как они могли быть использованы. В это время местные жители начали проявлять интерес к находкам археологов.
Некоторые из них делились устными традициями о предках, которые, по их мнению, могли быть связаны с этим древним городом. Эти рассказы добавили новый контекст к находкам и помогли исследователям в интерпретации артефактов. Доктор Мартинес предложила провести совместные работы с местными жителями, чтобы объединить научные исследования и культурное наследие региона. Каждый новый артефакт открывал больше вопросов. Каково было истинное значение символов? Какую роль играли эти предметы в жизни древнего города? Команда продолжала работать, не имея окончательных ответов, но каждая находка подогревала их интерес к этому загадочному месту и его истории. Вскоре они смогли установить контакт с местными университетами, что открыло новые возможности для совместных исследований. Надежды на раскрытие тайн древнего города только возрастали. Команда археологов продолжала углубляться в раскопки, и напряжение на месте находки возрастало. Первые результаты исследований оказались многообещающими, но также и ставили перед исследователями новые вопросы. Виной тому стали необычные артефакты, которые не вписывались в общую картину. Одним из таких предметов оказался крупный каменный диск, покрытый странными гравировками, который вызывал споры среди членов команды. Доктор Мартинес решила провести экстренное заседание, чтобы обсудить его значение и возможные пути дальнейшего анализа. Некоторые члены команды, включая доктора Гонсалес, считали, что диск мог служить жертвенным алтарем. Другие, во главе с доктором Хорхе Пачеко, предположили, что это может быть астрономическим инструментом. Каждый предлагал свои идеи, но согласия так и не удалось достичь. В конце концов, команда решила провести дополнительные исследования, чтобы определить материал диска и его происхождение. В то время как археологи были погружены в споры, местные жители начали проявлять недовольство. Некоторые из них считали, что раскопки нарушают священные земли их предков. Они выражали протест, считая, что следует остановить работы и отдать эти земли их культуре. Вскоре группа местных активистов организовала встречу с доктором Мартинес, чтобы обсудить свои опасения. Археологам предстояло не только разгадать тайны древнего города, но и наладить контакты с местными жителями, чтобы избежать конфликтов. Доктор Мартинес согласилась встретиться с активистами и выслушать их мнение. На встрече она попыталась объяснить, что археологические исследования могут помочь сохранить культурное наследие. Однако местные жители оставались скептически настроенными. Они требовали, чтобы археологи остановили раскопки и передали найденные артефакты музею, который будет управляться местным сообществом. На этом фоне команда археологов обнаружила еще одно интересное здание — руины храма, который мог быть центром религиозной жизни города. Это открытие подстегнуло интерес исследователей, но также добавило напряжение в отношения с местными жителями. Многие члены команды желали изучить храм как можно быстрее, чтобы получить информацию о культуре и религии древних обитателей. Доктор Гонсалес предложила провести совместные раскопки с местными жителями, чтобы показать, что археологи уважают их культуру. Этот подход вызвал противоречивые мнения в команде. Уже на следующий день команда разделилась на две группы. Одна из них продолжила раскопки храма, а другая провела встречу с местными жителями, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Находка храма вызвала широкий интерес, и многие активисты согласились помочь в его исследовании, но при условии, что результаты будут доступны для всех. Таким образом, команда узнала, что они не только археологи, но и посредники, которые должны наладить мосты между культурами. Подобный конфликт лишь усиливал интерес к раскопкам. Каждая находка могла изменить представление о истории, но речь шла также о том, как эти изменения будут восприняты. Команда понимала, что их работа влияет не только на научный мир, но и на жизнь местного населения. Работа в храме шла полным ходом. Команда археологов провела первые исследования артефактов, найденных на месте раскопок. Каждая находка вызывала восторг и новые вопросы. При изучении фрагментов керамики было установлено, что они были изготовлены с использованием уникальной технологии, которая не встречалась в других известных культурах. Это открытие могло указывать на высокую степень развития древнего общества, которое когда-то населало этот город. В то же время в команде росло недовольство. Доктор Пачеко, обеспокоенный тем, что внимание сосредоточено на культурных аспектах, начал выражать сомнения в эффективности текущих исследований. Он считал, что археологи теряют время, изучая предметы, которые, по его мнению, не дадут никаких ответов о прошлом. В его понимании важнее было сконцентрироваться на основной цели — раскрыть причины исчезновения цивилизации.
Конфликт усиливался, когда группа из местных жителей повторно обратилась с просьбой предоставить доступ к находкам для культурного центра, который они планировали создать. Ситуация накаливалась. Доктор Мартинес попыталась сохранить спокойствие и предложила провести общее собрание, чтобы обсудить различные мнения. Она подчеркнула важность работы с местными жителями и необходимость учитывать их взгляды на артефакты. Однако Пачеко настаивал на том, что археология должна быть приоритетом. Он предложил продолжить раскопки без задержек и не отвлекаться на требования активистов. Собрание вызвало бурную реакцию со стороны команды. Некоторые исследователи поддержали Пачеко, считая, что если они не будут действовать решительно, их работа может быть остановлена. Другие, включая доктора Гонсалес, настаивали на необходимости диалога и сотрудничества с местными жителями. В разгар спора один из членов команды, юный ассистент, обнаружил еще одну уникальную находку — небольшой каменный идол, который, как предполагали, мог представлять божество, почитаемое древними жителями. Это открытие дало шанс на преодоление конфликта. Доктор Мартинес предложила использовать идол в качестве символа совместного исследования и начала диалога с местными жителями. Она организовала встречу, на которой показала найденный артефакт местным активистам. Идол стал темой обсуждения. Археологи делились своими выводами о значении находки, в то время как местные жители рассказывали о своих традициях и верованиях, связанных с подобными изображениями. Это взаимодействие помогло создать новый уровень доверия и понимания. Однако даже после встречи оставались противоречия. Некоторые члены команды все еще считали, что необходимо сосредоточиться на научных исследованиях, а не на культурных аспектах. Конфликт между научной целью и отношениями с местным населением продолжал нарастать. Каждая находка в храме могла стать как шагом вперед, так и причиной новых разногласий. Команда стояла перед выбором — продолжать настойчиво исследовать или наладить сотрудничество, которое могло бы обогатить их работу. В этом противоречии они искали ответы на вопросы, которые касались не только истории, но и будущего их исследований. После встречи с местными жителями команда археологов продолжила раскопки. Каждая новая находка подтверждала историческую значимость открытого города. Доктор Елена Мартинес организовала презентацию для научного сообщества, чтобы поделиться результатами. Это решение вызвало противоречия. Доктор Хорхе Пачеко настаивал на том, что необходимо подождать, опасаясь преждевременных интерпретаций. Несмотря на разногласия, презентация состоялась. Команда показала найденные артефакты, идола, образцы керамики и элементы архитектуры. Презентация привлекла внимание как ученых, так и журналистов. Вопросы касались влияния этой цивилизации на соседние культуры и возможных путей ее исчезновения. Однако, несмотря на интерес, в команде ощущалась напряженность. Местные активисты вновь вышли на протест, требуя доступ к результатам исследований. Они утверждали, что археологи намеренно скрывают информацию, что усиливало недовольство. Доктор Мартинес попыталась объяснить, что научный процесс требует времени, но активисты не желали ждать. Ситуация усугубилась, когда группа протестующих блокировала доступ к раскопкам, настаивая на публикации находок в местном культурном центре. Конфликт между археологами и активистами достиг критической точки. Пачеко, чувствуя давление, предложил продолжить раскопки, чтобы подтвердить научную ценность находок. Он настаивал на том, что их открытия могут изменить представление о древних цивилизациях. Это решение вызвало раскол в команде. Одни поддержали его, другие, в том числе доктор Гонсалес, призвали к диалогу с активистами. Тем временем новые находки продолжали поступать. При раскопках храма археологи обнаружили мозаичный фрагмент с изображениями ритуалов и повседневной жизни. Эта находка открыла новые аспекты культуры древних обитателей города и могла стать ключевым аргументом в аргументации исторической значимости находок. Однако команда не смогла договориться о том, как представить результаты. В напряженной атмосфере археологи решили провести совместное исследование с местными жителями. Эта инициатива вызвала интерес у активистов, и они согласились помочь в интерпретации находок. Однако такое сотрудничество требовало времени и усилий. Пачеко, разочарованный замедлением процесса, начал выражать недовольство, считая, что они упускают шанс донести до мира важные данные о цивилизации. Таким образом, команда оказалась на распутье — продолжать исследования и рисковать конфликтом с местным населением или строить партнерство, которое могло обогатить их знания, но замедлить исследовательский процесс.
Каждое новое открытие подтверждало важность находки и усложняло ситуацию. В этих условиях археологи искали пути к компромиссу, желая не только разгадать тайны прошлого, но и наладить отношения с современниками. Раскопки продолжались, и команда археологов делала необычные находки. Одним из самых обсуждаемых артефактов стал сосуд, выполненный из необычного минерала — обсидиана. При первом взгляде он выглядел как простой кувшин, но его уникальная форма и сложные гравировки вызывали недоумение. Доктор Елена Мартинес решила провести детальный анализ, чтобы выяснить его назначение и происхождение. В это время на раскопках был найден еще один интересный предмет — фрагмент ткани, который чудом сохранился. На нем были сложные узоры, которые не соответствовали известным стилям в регионе. Это открытие вызвало вопросы о возможных контактах между различными цивилизациями. Члены команды начали высказывать предположения о торговых путях, которые могли связывать этот древний город с другими регионами. Тем не менее, напряжение между археологами и местными активистами продолжало нарастать. Группа протестующих вновь собралась у входа на раскопки, требуя предоставить информацию о находках. Активисты заявили, что результаты исследований должны быть доступны для всех, особенно для местного населения. Доктор Мартинес попыталась организовать встречу для обсуждения результатов анализов, однако активисты отказывались от диалога, считая, что их интересы игнорируются. Пока шли переговоры, команда продолжала анализировать сосуд и ткань. Исследования показали, что сосуд был создан с использованием уникальных технологий, неизвестных в этом регионе. Это открытие подчеркивало уровень мастерства древних ремесленников. Ткань была изготовлена из редкого волокна, которое тоже не встречалось в округе, что поднимало вопросы о культурных обменах и миграциях народов. В ходе радиоуглеродного датирования сосуд оказался создан около 900 лет назад. Эта информация подожгла спор в команде о том, как она может повлиять на понимание времени существования цивилизации. Пачека настаивал на немедленной публикации результатов, чтобы привлечь внимание к значимости находок, в то время как Гонсалес призывала учитывать мнение местных жителей. Ситуация накалилась, когда активисты снова прервали работу команды, требуя немедленных ответов о находках. Они утверждали, что археологи намеренно скрывают информацию и что результаты должны быть доступны для всех. Доктор Мартинес попыталась вновь организовать встречу, но протестующие настаивали на том, чтобы команда сразу представила результаты своих исследований. Конфликт становился все более напряженным, угрожая остановкой раскопок. В этот момент команда сделала еще одно важное открытие. При работе над сосудом они обнаружили небольшую, но детализированную гравировку, которая могла содержать информацию о ритуалах местного населения. Это открытие могло стать ключом к пониманию культурных практик древнего города и его взаимоотношений с окружающими регионами. Однако для окончательного анализа необходимы были время и концентрация, что ставило команду в сложное положение под давлением активистов. Напряжение возрастало, и каждый новый день приносил новые вызовы и открытия, угрожая как работе археологов, так и их взаимодействию с местным населением. В напряженной атмосфере раскопок результаты анализа сосудов и тканей были наконец опубликованы. Доктор Елена Мартинес представила их на важной международной конференции по археологии в Лиме. Участники, включая ведущих исследователей и представителей СМИ, с нетерпением ждали новостей о находках из древнего города в пустыне Наска. Доктор Мартинес начала с описания уникальной технологии, использованной для создания сосудов, и показала детализированные фотографии гравировок. Когда она представила результаты радиоуглеродного датирования, зал замер. Сосуд оказался датированным около 900 лет назад, что говорило о высоком уровне развития местной цивилизации. Доктор Мартинес также продемонстрировала образцы ткани с необычными узорами, которые могли указывать на культурные обмены с соседними регионами. Презентация вызвала бурное обсуждение среди ученых, вопросы летели со всех сторон. Некоторые участники начали сомневаться в существующих представлениях о древних цивилизациях Перу, заявляя о необходимости пересмотра истории. Тем временем на раскопках ситуация обострилась. Местные активисты организовали митинг у входа, требуя, чтобы все результаты были немедленно представлены для обсуждения в их культурном центре. Они утверждали, что археологи не учитывают интересы местного населения и начали распространять информацию о предполагаемом игнорировании их прав.
В это время несколько из них попытались блокировать вход на место раскопок, что только увеличивало напряжение. Вернувшись с конференции, доктор Мартинес столкнулась с массой вопросов и недовольства. Тем не менее, она была полна решимости донести результаты исследований до местного населения. Она организовала собрание, где собирались как археологи, так и активисты. Участники обсуждали значение находок, и доктор Мартинес попыталась объяснить, как открытия могут обогатить знания о прошлом и их культурном наследии. На фоне этих переговоров археологи сделали еще одно важное открытие. Обнаружив новый участок раскопок, они наткнулись на останки древнего захоронения, которое содержало множество артефактов, включая ритуальные предметы и украшения. Это открытие могло стать ключом к пониманию религиозных верований древних обитателей. Одна из найденных фигурок изображала божество, схожее с тем, что активно почиталось среди местных жителей, что подтвердило связи между цивилизациями. Доктор Мартинес знала, что это открытие может изменить ход событий. На встрече с активистами она представила результаты находок, объяснив их значение и связь с культурным наследием. В зале возникло напряжение, но на этот раз активисты начали осознавать, что открытия могут быть полезными для понимания их собственных корней. Местные жители согласились на сотрудничество, но при условии, что результаты будут доступны для их сообщества. Это соглашение стало переломным моментом. Доктор Мартинес увидела, что, несмотря на конфликты, возможность объединить усилия с местными жителями открывает новые горизонты для исследований. Тем не менее, еще предстояло решить множество вопросов, и напряжение оставалось высоко. Каждое новое открытие, каждая находка могла стать как шагом к примирению, так и источником новых конфликтов, ставя под угрозу сам процесс раскопок. Соглашение о сотрудничестве с местными жителями открыло новые возможности для археологической команды. На следующем собрании, которое собрала доктор Елена Мартинес, активисты и археологи обсудили план дальнейших раскопок. В напряженной обстановке, полное ожидание, команда решила сделать акцент на тех участках, которые, по их мнению, могли дать больше информации о культуре и ритуалах древних обитателей города. Доктор Гонсалес предложила сосредоточиться на новой находке – захоронении, найденном в предыдущий раз. Эта область могла пролить свет на религиозные практики и социальную структуру общества. Активисты поддержали инициативу, а некоторые из них даже согласились участвовать в раскопках, чтобы представлять интересы своего сообщества и делиться знаниями о местных традициях. Работы начались с энтузиазмом, но вскоре погода внесла коррективы. Неожиданный ливень затопил раскопки, и над крышей храма, расположенного неподалеку, образовалась большая лужа. За несколько часов ситуация ухудшилась, и уровень воды продолжал подниматься. Археологи и местные жители работали на пределе своих сил, пытаясь защитить открытые участки от наводнения. Все понимали, что каждая секунда имеет значение. Находки могли быть утеряны. Во время этих усилий команда наткнулась на еще одно захоронение, которое оказалось гораздо более масштабным, чем первое. Это открытие вызвало ажиотаж. В могиле были обнаружены не только останки, но и множество ритуальных предметов, включая сосуды и статуэтки, которые явно имели важное значение. Увидев это, археологи осознали, что каждая находка может дать ответы на вопросы о том, какие божества почитались и как происходили похоронные обряды. Но в этот момент активисты начали сомневаться. Некоторые из них выразили опасения, что археологи могут не учитывать их мнение о значении находок. Они требовали, чтобы результаты исследований были прозрачными и доступными для всех. Доктор Мартинес, понимая важность диалога, согласилась провести открытые заседания, чтобы все могли обсудить находки и их возможное значение. На одном из таких заседаний, когда были представлены новые артефакты, один из активистов, пожилой местный житель, рассказал об истории своего народа и о том, как они традиционно почитали тех, кто ушел в мир иной. Этот рассказ добавил глубины к анализу найденных предметов и, будучи услышанным другой стороной, создал атмосферу доверия. Вдобавок к этому, результаты радиоуглеродного анализа нового захоронения показали, что оно могло быть датировано еще более ранним временем, чем первоначально предполагали археологи. Это открытие поставило под сомнение уже существующие теории о времени существования цивилизации. Доктор Пачека настаивал на немедленной публикации этих данных, чтобы акцентировать внимание на значимости находки.
Однако некоторые члены команды, включая доктора Гонсалес, предупреждали о необходимости осторожности. Все понимали, что такие открытия могут перевернуть представление о регионе, но важно было учитывать, как это повлияет на отношения с местными жителями. Каждый новый шаг был наполнен рисками, но также и возможностями. Команда готовилась к дальнейшим раскопкам, осознавая, что это может стать кульминацией их работы, которая может изменить не только их понимание истории, но и отношение местного населения к своему наследию. Ииски-Тати. Команда археологов продолжила раскопки, фиксируя каждую новую находку, которая добавляла сведения о древнем городе. В течение нескольких месяцев они проанализировали сосуды, ткани и ритуальные предметы. Результаты показали, что местная цивилизация была высокоразвита, имела активные торговые связи и культурные обмены с соседними народами. Доктор Елена Мартинес подготовила окончательный отчет, в который вошли ключевые находки и рекомендации для будущих исследований. На финальной встрече с местными активистами и представителями культурного центра доктор Мартинес представила основные результаты. Она объяснила, как новые находки изменили понимание истории региона. Обсуждение сосредоточилось на уникальных ритуалах и верованиях древних обитателей города, которые были тесно связаны с окружающей природой и их культурным наследием. Это открытие укрепило связь местного населения с их предками, позволило увидеть себя в более широкой исторической перспективе. Активисты выразили благодарность команде археологов за вовлечение их в процесс исследований. В результате сотрудничества были разработаны программы по образованию и сохранению культурного наследия, позволившие местным жителям участвовать в археологических работах и вносить свой вклад в интерпретацию находок. Этот подход стал образцом для будущих проектов в регионе, демонстрируя, как можно совместить научные исследования и культурные интересы местного населения. После завершения раскопок археологи передали материалы в несколько музеев, которые согласились выставить находки. Выставка привлекла внимание исследователей и туристов, предоставляя возможность узнать о культуре и истории древнего города. Посетители проявили интерес к опыту местных жителей и их восприятию предков. Научное сообщество откликнулось на эти открытия. Статьи о находках были опубликованы в ведущих археологических журналах, и взгляды на древние цивилизации Перу начали пересматриваться. Обсуждения о том, как эти цивилизации взаимодействовали, стали основой для новых исследований, что способствовало более глубокому анализу исторического контекста. Однако интеграция новых знаний не прошла без трудностей. Некоторые традиционные представления о культуре подверглись пересмотру, что вызвало недовольство среди части ученых. Тем не менее, этот процесс был воспринят как необходимый шаг для достижения более глубокого понимания исторических процессов. События, произошедшие за несколько месяцев, не только изменили представление о древнем городе, но и улучшили отношения между археологами и местным населением. Устойчивое сотрудничество, основанное на взаимном уважении, стало важным шагом в сохранении культурного наследия. Каждый новый артефакт не только раскрыл тайны прошлого, но и углубил связь между людьми и их историей. Доктор Мартинес и ее команда покинули раскопки, но их работа оставила глубокий след в сознании местных жителей. Понимание их культуры стало более глубоким и многогранным. Каждый член сообщества теперь знал, что их предки были частью великой истории, которая продолжается и сегодня. Это знание, как и находки, навсегда изменило их связь с прошлым и открыло новые горизонты для будущего.